Приветствую вас, друзья, на канале Live Чуча ТВ. Многие из вас задают часто вопрос в нашем телеграм-чате, колл-центре по 3D-печати по поводу выбора BMG или же Titan Aero. И сегодня я хочу немножечко рассказать вкратце, что я думаю об этом, ну а также отвечу на некоторые ваши интересующие вопросы. BMG Wind, обратите внимание, и Titan Aero сейчас перед вами в реальных размерах. Если посмотреть, то мы видим, что по площади они плюс-минус абсолютно одинаковы. Titan Aero у нас шире, но немножко ниже, если брать эту площадь. BMG Wind чуть выше, но уже. То есть они, можно сказать, одинаковы. Смотрим, здесь у нас какая поверхность идет. То есть у нас такая вот ребристая ровная поверхность. Используется вентилятор 40×10, стандартное решение. Отвод воздуха идет в стороны. Некоторые думают, что раз у нас радиатор расположен так вот ромбической формой, то это будет очень классно. На самом-то деле это не так. Мы должны понимать, что вентилятор крутится у нас там по часовой стрелке, грубо говоря, да, и потоки воздуха тоже закручиваются. Поэтому вот такая вот ровная конструкция, это не самое лучшее решение. У BMG Wind этот момент уже продуман несколько раз, они меняли конструкцию неоднократно, это от компании Mellow Store. И здесь у нас, видите, повторяет, как говорится, закручивание потока воздуха, ребра для отвода тепла. Их не так, конечно, много, как здесь, например, да, хотя в общей сложности, плюс-минус. Плюс внизу у нас есть еще такое вот ограждение, чтобы поток воздуха не попадал вниз на детали. Это важно, особенно при печати АБС пластиками. Так что в этом плане по конструктивным особенностям фрезеровки передней панели здесь BMG Wind, мне кажется, смотрится намного лучше и правильнее, чем Titan Aero. Также вы заметили, что передние панели у обоих у нас сделаны из алюминия, то есть достаточно легкий металл. Благодаря тому, что он сделан из алюминия, у нас данный Titan Aero и BMG Wind работают как директы. То есть они выполняют функцию и радиатора, и подающего механизма. Благодаря этому расстояние между шестернями подавания филамента и самим нагревательным блоком у обоих девайсов минимальное. С обратной стороны мы здесь видим установленные пластиковые панели. То есть это у нас корпус из пластика. У Titan Aero то же самое. Давайте уберем эти корпуса, чтобы посмотреть ближе на конструктивные моменты. Конструкции плюс-минус немножко похожи. Отличие только в том, что размер шестеренок редукторных здесь отличается. У Титана шестерня достаточно большая, как моторная, так и редукторная. У BMG они значительно меньше, меньше габариты. То есть здесь у нас, видите, насколько выпирает из корпуса. И как бы это тоже немножко плюс, я бы сказал, для BMG Wind, то есть экономит немного пространства. Единственное, только реализация поджимного рычага, то есть который поджимает наш филамент, пруток, немножко отличается. Здесь у нас такой вот винт с пружинкой, поджимает рычаг, и рычаг давит, естественно, на пруток. Здесь же у нас рычаг поджимается тоже пружинкой, но используется винт под шестигранник. Все-таки по удобству у BMG удобнее, то есть не надо никакой шестигранник, руками быстренько подкрутил и все. То есть это, мне кажется, намного интереснее в этом плане. По качеству фрезеровки сразу вам скажу, качество фрезеровки у BMG Wind намного сложнее. Здесь очень много сложной геометрии, в отличие от Титана. Титан намного проще сделан, в разы проще. Смотрим, как реализованы рычаги. Они у нас находятся с разных сторон. У BMG это правосторонняя система. Можно и левосторонний, кстати, BMG есть. Можете купить, если нужно вам. Здесь мы давайте уберем рычаг. На нем установлена вот такая вот шестеренка. То есть она поджимает ко второй шестерне. И благодаря синхронизации двух шестеренок, вот если посмотреть внимательно, да, то есть благодаря их синхронизации обоих между собой, у нас подается филамент намного эффективнее. То есть пластик поджимается с обоих сторон. На шестеренках есть специальные насечки, такие вот в виде окружности мы их видим.
синхронизируются между собой эти шестерни, и они одновременно давят на пруток с обоих сторон, и подача филамента просто великолепная. В этом плане BMG как раз и выигрывает у Titan Aero. Давайте посмотрим, что же реализовано у нас у Титана. Идет одна такая шестеренка с вырезами под окружность, и все, ребят. А с этой стороны у нас просто подшипник используется, гладкий подшипник. То есть у нас как бы в основном вся нагрузка на подачу ложится именно на вот эту вот шестерню. И на самом-то деле это не самое лучшее решение для обзора. Вот так вот уберем. Мы увидим, что зазор между каналом, через который проходит филамент, он достаточно большой у Титана. Вот здесь вот этот зазор. Чем это плохо? Когда подается гибкий филамент, то, естественно, вот этот вот зазор между шестерней и корпусом канала может филамент зажевываться вот в эту сторону. К тому же не стоит забывать, что вот эта часть канала, она у нас пластиковая. То есть диаметр отверстия 2,5. А это, кстати, точная модель. То есть качество поджимания филамента у Titan Aero значительно хуже, чем у BMG Wind. Посмотрите, то есть у нас зазорчики просто мизерные между корпусом и шестеренками. При этом сверху и снизу идет правильная, острая, очень даже острая, правильная геометрия. Давайте замерим диаметр здесь. Он составил 2,3 мм, что на 0,2 меньше. А в последних версиях BMG они вообще уменьшили его до 2,1 по моей просьбе. Так что, в принципе, здесь подача филамента будет поинтереснее. Почему это важно? Потому что диаметр прутка филамента составляет 1,75. Максимум это 2 мм, и это только в том случае, если очень некачественный пластик. Больше 2 мм я пластик еще не встречал, чтобы они были с такими огромными отклонениями. Поэтому делать канал в 2,5 мм, это перебор на самом-то деле. Давайте посмотрим на просвет через наши каналы и посмотрим, как размещены шестеренки. Это у нас Титан. С левой стороны у нас подающая шестерня. В канале ее хорошо отчетливо видно. А с правой стороны идет гладкий подшипник. От качества вот этих вот зубцов на шестеренке зависит очень-очень-очень-очень многое. То есть качество подачи пластика. Теперь посмотрим BMG Wind. То есть здесь у нас идет вот такой вот поджим с левой стороны рычагом. При этом из-за того, что они обе имеют такие вот насечки, плюс еще синхронизацию, подача пластика здесь значительно лучше и более эффективна. И это, друзья, не просто мои слова, все проверено опытом. Есть в интернете даже видео сравнения и тесты BMG и Титанов, и Титаны там проигрывают однозначно. Ну и, ребята, последний аргумент, который часто приводят, о том, что у Titan Aero расстояние от низа плоскости, то есть, грубо говоря, от нашего нагревательного блока до подающих шестерен значительно меньше, чем у BMG. Так ли это на самом-то деле? Давайте сейчас и проверим. Берем от края и замеряем до низу. У нас составило 39 мм. Теперь берем поверхность BMG Wind, замеряем до острия, вот здесь вот. 36 мм. Получается все да наоборот. У BMG Wind расстояние от шестеренок до нагревательного блока значительно меньше, чем у того же Titan Aero. Итак, вот, друзья, я постарался вам максимально подробно и дотошно показать разницу между Titan Aero и BMG Wind. И из своего опыта могу сказать одно. BMG Wind однозначно интереснее, на мой взгляд. Потому что и качество обработки, сложность геометрии, сложность фрезеровки, качество подгонки элементов намного интереснее, чем у Titan Aero. То есть Titan Aero, он какой-то больше упрощенный. А BMG Wind это такой вот своеобразный автомат Калашникова, который будет работать без каких-либо проблем, со всеми видами абсолютно пластика и безукоризненно. Поэтому у меня такие работают 3 штуки и работают по сей день превосходно, без каких-либо замечаний. Надеюсь, это видео вам оказалось полезно и интересно. Не забудьте подписаться на канал. До новых встреч. Пока-пока.